Привет, друзья! Валентин Юдашкин – знаменитый модельер, дизайнер и художник. В своей работе мэтр всегда опирается на русские традиции, продвигает русскую культуру на мировую арену. Несмотря на широкую известность, Валентин Абрамович является настоящим интровертом, которого больше всего привлекают тихие семейные радости. Он с большим энтузиазмом занимается преображением как людей, так и личного дома. Валентин создал по-настоящему прекрасное место для жизни благодаря своему вкусу и таланту. Со стороны его дом может показаться музеем, но несмотря на это, в нем сохранился домашний уют и тепло. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Валентин Юдашкин, сколько зарабатывает бренд Валентин Юдашкин и в каком дворце проживает модельер с супругой. Родился Валентин в подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года в обыкновенной советской семье. Мальчик с детства был сильно увлечен рисованием, с раннего утра до позднего вечера не выпускал из рук карандаши. Родители не возражали против такого занятия, регулярно снабжая своего сына альбомами, карандашами и красками. К подростковому возрасту его невероятная увлеченность изобразительным искусством стала приобретать новые черты. Валентин открыл для себя иное направление, обратил внимание на кройку, шитье, моделирование одежды. Он воодушевленно рисовал эскизы, создавал на бумаге образцы новой, непривычной и необычной одежды. Родители будущего дизайнера не слишком радовались странному увлечению сына. Его любовь к рисованию не слишком напрягала их, но стремление стать модельером, дизайнером одежды действовало на них удручающе. Они считали, что мужчина не должен заниматься женской работой. Это не принесет ему ни материального благополучия, ни уважения окружающих. И только природная интеллигентность заставляла их мириться с выбором сына, не мешать его творческому развитию. После окончания средней школы талантливый и упорный юноша стал студентом Московского индустриального техникума. Он учился на отделении моделирования, единственной среди целой группы девушек. После первого года обучения молодого человека призвали на действительную службу. Здесь он тоже не терял времени даром. При любой возможности думал о своей будущей работе, о создании новых эскизов и костюмов. После демобилизации Юдашкин продолжил учебу, с отличием окончил учебное заведение. Темы его дипломных работ связаны с историей костюма, макияжем, декоративной косметикой. После получения диплома Валентина назначили на первую должность – старшим художником Министерства бытового обслуживания. В то время такая должность включала в себя работу по 3 направлениям – как визажиста, стилиста, модельера. Она была достаточно сложной, а молодой человек относился к своим обязанностям очень серьезно. По этой причине он очень часто работал круглыми сутками. Первые шаги, связанные с профессией модельера, у Юдашкина были очень уверенными. Он должен был отвечать за советскую индустрию моды за рубежом. На Юдашкина была возложена серьезная задача – создать эскизы для одежды команды парикмахеров СССР, участвующих в международном конкурсе. Демонстрация первой собственной коллекции состоялась в гостинице «Орленок» в 1987 году. Этот показ прославил начинающего модельера на весь Советский Союз. Главным объектом творчества Юдашкина было платье, которое стало настоящей новинкой в мире моды. Уже в следующем году Юдашкин зарегистрировал фирму, назвав ее «Вали Мода». Средств на ее создание не было, ведь модельер был обычным советским служащим. Ради собственной фирмы молодая семья Юдашкиных пошла на большие жертвы. Супруге дизайнера пришлось расстаться с единственной шубой. Глава семейства продал любимый автомобиль «Жигули». Фирма заняла небольшую площадь в здании возле Союз-театра. Это было очень удачное и удобное расположение. Корифеи французской моды не оставили Вали Моду без внимания. Его работа получила высокую оценку. Молодого дизайнера пригласили в Париж. Французская столица поразила начинающего дизайнера одежды своими несметными богатствами. Именно так воспринял Юдашкин то удивительное, непривычное для советского человека разнообразие цвета и фактуры. Через 3 года Валентин участвует в неделе высокой моды в Париже. Здесь он демонстрировал свою гениальную работу – коллекцию Фаберже. Искушенная публика, знающая толк в мировых модных тенденциях, не смогла устоять перед русскими платьями, выполненными в стиле пасхальных яиц знаменитого ювелира Фаберже. Юдашкин приобрел статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Он стал первым и единственным русским модельером, которому удалось достичь такой высоты. Благодаря своему званию российский дизайнер открыл собственный модный дом. В дальнейшем модельер решил не ограничиваться выпуском одежды. Его заинтересовало изготовление очков, ювелирной продукции, посуды, предметов интерьера. Все перечисленное доходило до покупателей через столичные бутики. Платья Валентина Юдашкина выставляются в музеях. В том числе их можно увидеть в Лувре в Париже и в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Мода не единственное увлечение Юдашкина, он также неравнодушен к танцам. В настоящее время знаменитый кутюрье является обладателем собственного бренда Валентин Юдашкин, занят выпуском нарядов Haute Couture и Pret-a-Porter, но он никогда не старался ограничивать себя жесткими рамками. На официальном сайте модельера можно узнать, что его марка специализируется и на выпуске меховых изделий, текстиля, занимается проектами интерьеров. Дом моды Юдашкина давно превратился в целую империю, для которой свойственно стремительное развитие. Продукция этой империи отличается высочайшим качеством, по этой причине спрос на нее не падает в течение долгих десятилетий. Платья данного бренда пользуются огромной популярностью. Востребованность изделий русского мастера стала еще выше с тех пор, как он начал принимать активное участие в Парижской неделе моды. Мэтр регулярно демонстрирует новые коллекции, не переставая удивлять искушенную публику своей бурной фантазией. Модельер считает себя по-настоящему счастливым человеком. Жена Марина всегда была для него музой и вдохновительницей. Ради развития его таланта супруга отказалась от строительства собственной карьеры. Юдашкины воспитали дочь, которой не так давно исполнился 31 год. Галина – прекрасный фотограф, креативный директор модного дома, которым руководит ее отец. 6 лет назад Галина вышла замуж. Ее избранником стал Петр Максаков, внук народной артистки России Людмилы Максаковой, племянник бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой. Свадебное торжество состоялось в гостином дворе. Невеста блистала на собственном празднике в роскошном наряде, автором которого стал ее отец. Над нарядом невесты из 40 метров шелка 9 месяцев трудилось ателье Валентина Абрамовича. Свадебное платье весом 7 килограмм вручную по технологии 19 века расшили 34 тысячи жемчужин и 300 тысяч бисерин. Голову Галины украшала диадема с жемчугом и бриллиантами. На его изготовление ушло несколько месяцев. Руку невесты украшало кольцо в 7 каратов, которое ее отец и жених Петр Максаков заказали в Нью-Йорке, в ювелирном доме Alex B & I New York. Галина и Петр еще за год до торжества поставили штамп в паспорта и прошли церковное таинство. В настоящее время у Галины и Петра растут 2 сына – Анатолий и Аркадий. Знаменитый дед очень рад появлению внуков и с удовольствием занимается их воспитанием. Благодаря своему непосильному труду в сфере моды он добился больших успехов в фэшн-индустрии. Дизайнер такого масштаба может себе позволить русскую усадьбу за баснословные 200 миллионов рублей. Поселок Переделки на Московской области известен в кругах шоу-бизнеса как место для богатых и знаменитых личностей. Неподалеку расположен дачно-строительный кооператив «Баковка», где Валентин провел все свое детство и до сих пор не желает покидать родные края. Модельер со своей супругой Мариной давно облюбовали шикарную усадьбу посреди леса. Для любимой семьи он обустроил ее на свой вкус и создал все необходимые условия. Первым делом было принято решение вырубить все ели около дома, сделать зону отдыха для пикника и барбекю. Остальная часть участка – прямая заслуга жены кутюрье, Марины. Для создания идеального сада она скрупулезно изучала ландшафтный дизайн. В конечном итоге участок получился в лучших традициях классической русской усадьбы XIX века. Дом, где живет Валентин Юдашкин, выглядит роскошно. Каждая комната похожа на музей. Повсюду лепнина, большие красивые люстры и ковры ручной работы. На стенах вывешена живопись в изящных рамах, она освещена элегантными свечами. Так как Валентин долгое время увлекался антикварной мебелью, свой дом он украсил именно ей. Часто прогуливаясь по рынкам Европы, он приобретал изысканные предметы интерьера. Данная усадьба – не единственное имение Валентина Юдашкина. Много лет назад модельер приобрел квартиру на Брюсовом переулке Москвы. Позже 5-комнатные апартаменты перешли единственной дочери. По этому поводу Валентин устроил в ней капитальный ремонт. О его стоимости можно лишь догадываться, ведь одна только краска из Германии обошлась дизайнеру в 1 миллион рублей. От кутюру в России покупают одни и те же люди много лет, больше их не становится. Производители люксовых товаров борются за их внимание. По оценке экспертов из области моды, Юдашкин продает до 300 вещей в год, учитывая украшения и аксессуары. Модный дом Юдашкина никогда не публиковал данные о продажах, но стало известно, что совокупная выручка компаний Шанти и Димакс, через которые идут продажи модной одежды и аксессуаров Валентин Юдашкин в России, составила 84 миллиона 900 тысяч рублей. Но это далеко не весь бизнес, в котором участвует Юдашкин, или хотя бы его имя. В 2009 году Юдашкин с партнерами зарегистрировали компанию Oxygon, которая выпускает препарат для лечения новообразований кожи и слизистой. Юдашкин также имел 10% от продажи водки Кремлевской. Бренд водки продвигал зять Юдашкина Петр Максаков. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока!